Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Дивный творческий мир, а я сегодня буду делать картину из сухоцветов. Давайте приступать. Итак, я взяла обычный гофрокартон размером 32 на 20 сантиметров, вырезала. Теперь наношу полимерный клей на этот фрагмент картона и приклеиваю фоновые обои. Это будет у меня задняя часть моей картины. Как всегда, оставляем припуск по паре сантиметров с каждой стороны. Уголочки я срезаю, чтобы было удобнее подгибать. А теперь делаю произвольные надрезы. Неважно, через какой промежуток они у вас будут, через 1,5 или 2 сантиметра. Наношу клей на бортики, чтобы можно было сделать подгиб. И все подворачиваем ровненько и аккуратно. Таким образом мы закрываем край, и у нас не будет видно картон, и все будет хорошо заклеено обоями. И получается, эта заготовочка будет являться задней частью моей картины. Теперь точно такого же размера я вырезаю бумагу. У меня бумага акварельная, плотная, с тиснением, то есть она достаточно плотная. Она бывает тоже разной плотности, моя повышенной плотности. Вырезаю точно так же 32 на 20 сантиметров картон и сразу же отрезала кусочек джута, сделала петельку между двух слоев, между картоном и бумагой. Вклеиваю эту петельку. Сразу скажу, что если вы захотите сделать рамку, то эта петелька, конечно, здесь не понадобится. Тогда надо будет вклеивать петельку сзади, под обои. Я приклеила сверху бумагу, на которой будет располагаться вся моя картина, а теперь достаю свои сухоцветы. Как вы видите, это у меня лепестки тюльпанов, которые я сушила весной. Есть видео, как я рассказывала, как правильно сушить, чтобы они не чернели. У меня есть красные, вот такие оранжевые, желтые тюльпаны. Вот это я сейчас достаю. Это серединки нарциссов. Не все именно цветы, а только их серединки. Вот такие красивые, замечательные, пушистые, меховые, можно сказать, листики. Они на ощупь как меховые. Забыла, к сожалению, не знаю, как называется это растение. Когда-то мне говорили, но я не помню. А пока я беру лепестки тюльпана, разрезаю их на две части и из каждой части делаю по лепесточку. Один у меня будет более округлый, а второй с нижней части более острый. И я делаю с легкими изгибами, просто вырезаю волнами. Вот и все. Лепестки тюльпана крупные позволяют вырезать лепесточки для разных цветов. Если у вас нет тюльпанов, вы можете взять лепестки любых других цветов, какие у вас есть. Лилии, допустим, розы, настурция, гибискусы, все, что у вас есть. Тут уже зависит, как говорится, от того, что у вас имеется в вашем палисаднике, на вашей клумбе, или просто есть возможность достать эти цветы. Вот и все. Все любые крупные лепестки подойдут, лилии прекрасно подойдут. И теперь из вырезанных лепесточков я собираю цветок. Он будет состоять у меня из 4 лепестков. Наношу клей ПВА на основу. Этот цветок у меня будет контрастным, он у меня будет основным в моей композиции, поэтому я делаю его достаточно крупным. Я так и планировала, чтобы на картине был один крупный цветок, и вокруг него уже будет завязываться вся остальная композиция. Теперь берем любую палочку, веточку, это вот у меня от каких-то сухоцветов, которые лежат рядом справа, вы их видите. Это от них вот такая палочка, и я ее с изгибом приклеиваю. Недостающую длину добавляю еще одним кусочком. А верх этой веточки, она очень красивая, эти, я не знаю, колосочки или что это, какой-то сорняк, он растет под ногами, трава, мы порой на него даже не смотрим, но он очень красиво смотрится в картинах. И начинаю формировать свою композицию. Все, движемся от крупного цветка. Теперь уже добавляю веточки, листики. Вот я вклеила серединку нарцисса. Теперь к ней, конечно же, нужно добавить тоже ножку. Делаю к ней ножку. Все грубые детали сухоцветов я приклеиваю термоклеем. Все мягкие, такие как тонкие лепесточки, тонкие какие-то листики, я приклеиваю на клей ПВА. Потому что так удобнее. Что-то грубое на клей ПВА приклеить трудно, особенно если нужно изогнуть. А все остальное можно на клей ПВА, конечно же. Подклеиваю аккуратненько. Добавляю листочков. Мелкие листики у меня будут, естественно, на цветке повыше. Крупные листики будут располагаться внизу. Они будут у меня как бы закрывать всю нижнюю часть этой композиции.
Добавляю всякие веточки, травинки, которые у меня были в запасах. Обычно, если что-то интересное увижу, иду где-то или еду, увижу, сорву веточку, положу в книжку, допустим, если некогда, можно сделать горячую сушку утюгом. Есть все эти мастер-классы по сушке цветов, по сушке растений, есть на моем канале. В плейлисте о сухоцветах и природных материалах. Вы там все можете это найти. Маленькие красивые цветочки, посмотрите, они такие с синим оттенком. Я не знаю, что это за растения, я просто увидела, и мне так они понравились. Сорвала несколько цветочков, они лежат у меня уже года 3 в книге, и вот до них тоже дошла очередь. Вот вы видите, я их расположила, 3 цветочка, чуть позже добавлю еще. Еще один важный момент. Все цветочки, тонкие лепесточки я сверху тоже аккуратно покрываю клеем ПВА. А такие, как вот, допустим, вот эти большие крупные листики пушистые, меховые, ну и те, которые поменьше, я не покрываю клеем ПВА в данном случае, потому что хочу сохранить их фактуру. Она, может быть, на камере не передается, но вблизи они очень красивые, пушистые. А сейчас вы видели в пакетике, это серединки засохших ромашек. Я нанесла крупную каплю клея в серединку своего большого цветка и засыпала этими лепесточками, придавила, и получилась пушистая серединка. А теперь хочу еще приклеить один нарцисс, который полностью засушен вместе с серединкой и с лепестками, но вот он в таком боковом состоянии, как вот он, я его сложила в книгу так, что он был не расправлен, а именно вид сбоку. А теперь беру акриловый перламутровый контур и прохожу им вот этот крупный цветок. Полностью обвожу все лепесточки, где надо, добавляю изгибы и делаю по 3 палочки в серединке каждого лепестка. Также пройду контуром, буквально вот по контуру, опять-таки, да, тавтология получается, вот этих вот цветочков нескольких. И все. Далее я добавила еще один нарцисс сверху, уже завершающий такой момент. Добавляем к нему ножку и приклеиваем сам нарцисс на клей ПВА. Это уже будет такой верх моей композиции. И тут уже, наверное, на этом буду заканчивать. Вот так у меня получилось. К сожалению, камера не показывает, но цветок стал красиво переливаться и очень интересно смотрится. Теперь беру пастель. Это сухая пастель, для того, чтобы затонировать края моей картины. И тогда можно даже не вставлять в рамку. Она будет смотреться уже самостоятельным таким интересным объектом. Но тут уже ваше мнение. Наносим пастель, сухие эти мелки, и я растираю пальцами. Мне удобнее пальцами. Она очень хорошо растирается, я ее очень хорошо чувствую, знаю, где надо больше, меньше. Сначала наношу желтый, потом внизу добавляю зеленый, чтобы внизу у меня будет все в зеленых оттенках, там, где листва, а выше будет уже подниматься более желтый цвет. И в конце добавлю еще поярче желтого, больше оранжевого, такого ближе к оранжевому. Также добавляю травинки, просто дорисовываю их между листьями, как вы видите, в произвольной форме. Это даст такой глубины и какого-то глубокого объема и фона, понимаете, моей картины. Сверху будут выступающие вот эти листья пушистые, а где-то там травинки прослеживаются. Вот таким образом дополняю свою картину. Теперь возьму такой ярко насыщенный желтый цвет и обведу слегка свой нарцисс, чтобы акцентировать на нем внимание. А здесь у этого нарцисса добавлю немножечко зелени внизу, чтобы сделать основание цветка. Еще немного добавлю желтого по краям, все это растушевываем, и картина готова. В итоге потом ее нужно покрыть лаком, можно покрыть акриловым лаком, можно за счет того, что много вот таких выступающих листьев у меня здесь, можно покрыть просто лаком для волос. И тогда картина тоже будет хорошо сохраняться. Только взбрызгивайте лаком для волос осторожно, рассеивающими движениями, не до мокрого состояния, иначе можно испортить картину. Либо покрывайте акриловым лаком, но тоже осторожно и все аккуратненько, потому что это все-таки сухоцветы. Вот такая картина из сухоцветов, которая даже зимой напомнит вам о лете, у меня сегодня получилась. Надеюсь, вам пригодится этот простой мастер-класс. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и, как всегда, творческих успехов и побольше рукоделия в вашей жизни. Спешите заготавливать сухоцветы. Пока-пока!